Мы приехали в Лондон познакомиться с Евгением Чичваркиным. Я улучшатель этого мира, я делаю этот мир лучше. О, вы даже туда копнули. Жажда наживы, мне хотелось больше денег и все. Узнать о его эпатажных акциях, когда люди голые приходили в магазин, чтобы получить мобильный телефон. Люди. Во-первых, существо несовершенное совершенно, к тому же еще достаточно мерзкое. Я задницу могу потереть запросом на экстрадицию. Познакомиться со вторым сооснователем Тимуром Артемьевым. Я прекрасно помню момент, когда инвестиционные банкиры предлагали нам IPO сделать за 3,5 миллиарда долларов. Спустя месяц у нас уже было 10. То есть мы за месяц удвоили эту сумму. Ну, мне кажется, более эпатажного бизнесмена в мире не найдешь, как Евгений Чичваркин. Через несколько минут мы с ним познакомимся поближе. Евросеть. Цены просто охуеть. Нихуя себе, все людям. За эти рекламные слоганы Евгения Чичваркина прозвали самым эпатажным бизнесменом России. Вместе со своим другом Тимуром Артемьевым он создал крупнейшую в России компанию «Ритейл». В 2006 году Евросеть занимала 37% рынка сотовых телефонов, а ее оборот составил почти 5 миллиардов долларов. К началу 2007-го работало 5143 торговых точек в 11 странах постсоветского пространства и насчитывалось почти 31 тысяча сотрудников. В каждом городе тысячи наших людей. Через год компания была продана за 350 миллионов долларов, а их основателям Тимуру и Евгению пришлось покинуть Москву и обосноваться в Лондоне. Ваш первый опыт предпринимательства в старших классах. Вы покупали сигареты «Космос» по 70 копеек и продавали по 1 рублю. А еще грампластины и лак для ногтей. Почему в школе вам хотелось это? Что вами двигало? Как и сейчас, двигает одна и та же жажда наживы. Мне хотелось больше денег и все. Там говорит, у нас миссия, мы хотим накормить людей, или мы хотим сделать людей счастливыми, или мы пришли в этот мир сделать женщин красивыми, поэтому мы продаем эту дрянную косметику из химии, сделанную рабами в Средней Азии, вот, для вас, потому что у нас миссия сделать вас красивыми. Все ложь, конечно, все занимаются бизнесом для обогащения. Надо честно сказать, я хочу быть богатым. Как вы заработали первые 100 долларов? Сколько вам лет было? 100 долларов... Наверное, это где-то был 91-й год. Сколько вам лет было? 16. 16 лет. И на чем это было? На перепродаже каких-то старых вещей, каких-то шмоток. Но я их не тратил, я их хранил. Вы их откладывали? Да, по пятеркам и по ункам. На случай, если нужно будет потратить. Ну, так как джинсы это была уже большая бригада людей, то понятно, что это было там, их привозили там тысячами, или если не десятками тысяч, и джинсы, конечно, продавались хорошо. Джинсы. Там была первая 1000 долларов? Она могла накопиться к лету, а летом я ехал там курорты Кавказа и это все тратили. Я читал о том, что вы просыпались в 5 утра, ехали, покупали товары, летом, да, продавали, а потом еще даже успевали в институт. Не знаю, насколько это правда. Абсолютно правда. Чего вы тогда хотели? Каких вещей? Выспаться, я хотел выспаться тогда, как, собственно, и сейчас. Я себе тогда дал зарок, что если я буду богатым, я никогда не буду вставать по будильнику, я его разобью об стену. И был какой-то период времени, себе это позволил, а потом все равно. А потом началось там рейс в Новосибирск, рейс в Екатеринбург, ну когда уже была Евросеть. В 20 лет вы открыли пункт видеокассет. Да, это было очень актуально, люди смотрели фильмы, хотели, некоторые сдавали свои фильмы, я им присваивал номеры, когда их брали, мы половину мы присваивали себе, четверть отдавали правкому, а четверть отдавали владельцу кассеты. Пачка с собой, там же люди давали залог за кассету, у меня была все время пачка этих залогов. Вот это было очень опасное время. Я туда брал взаймы и туда докладывал потом. Идешь мимо там Pizza Hut,
стоит такая душистая, солнечная, яркая пицца-хат, а вот вокруг слякоть, темно, вот, а у тебя вот такая пачка залогов. Представляете? Какая должна быть сила воли? Вы заходили? Конечно. Тимур Артемьев – друг детства и партнер Евгения по Евросети. Продавать телефоны начал еще в старших классах, но не мобильные, а только появившиеся в 90-е аппараты с автоматическим определителем номера. Кстати, именно Тимур и уговорил тогда еще арендатора торговой точки в Лужниках Чичваркина заняться продажей уже мобильных телефонов. Обязанности и ответственность разделили поровну. Артемьев – техническая сторона и цифры, Чичваркин – продажи и маркетинг. Я пытался продавать телефоны с определением номера, различные аксессуары. Я пытался работать в финансовой компании. И в какой-то момент появился человек, которого звали Алексей, и предложил мне стать директором магазина по торговле мобильными телефонами. Это так называемая компания Medicom. Я согласился, вложил деньги, $2500. Это был 96-й год, апрель. Компания просуществовала лето, но, к сожалению, с Алексеем мы не нашли взаимопонимания. Мы с ним разошлись, то есть он отдал, и спустя полгода уже вместе с Евгением мы сделали компанию Евросеть. Как вы познакомились с Тимуром Артемьевым? Мы ходили вместе в один детский сад, и мы дружим с детского сада. Офигеть. Скажите об этом периоде, когда он предложил вам заниматься продажей мобильных телефонов. Вот самый этап этого рождения. Он с конца 95-го по август 96-го меня этим достаточно настойчиво грузил, а летом стал меня просто, практически вот за шиворот волочь. Я его уговаривал, я ему выносил мозг там несколько дней, что телефоны — это будущее, что они нужны, что все здорово. И он, долго думал над этим предложением. Что стало последним таким точкой давления, что сказал: окей, Тимур, все. Я приехал с юга уже отдохнувший, потому что я обязательно отдыхал. То есть мне бабушка говорила: как бы ты ни работал, ты должен ехать обязательно летом в Крым. Бабушка жила в Крыму. Пока я отсутствовал, заняли мою точку. На Лужниках? Да. А точка очень хорошая. Я не захотел на другую точку вставать в августе. И так как Тимур настойчиво просил, я сказал, что я выйду на неделю. И вот в 96-м году я переступил порог салона связи. И до 22 декабря 2008 года, пока не уехал сюда, так этим и занимался. 12 лет. Но когда уже он согласился, после этого он был, как здесь в Англии говорят, fully committed, да, то есть 100% времени он занимался только Евросетью, да. За что люди чаще всего критикуют вас? Люди глупые критикуют за то, что мы заставляли раздеваться за телефон. Люди поумнее критикуют за то, что я агитировал голосовать за Медведева и Путина в конце 2007-го. Люди совсем умные критикуют за то, что, переехав сюда, я замолчал и занялся собой, а не воспользовался известностью в России, чтобы как-то по-другому заняться политической деятельностью. Люди, наверное, еще более знающие критикуют за то, что я 1,5 года пинал хуем балду вместо того, чтобы заниматься здесь бизнесом. Но я действительно не хотел, это факт. Есть такое понятие, наверное, усталость металла, когда он просто меняет свои свойства. И вот на тот момент мне казалось, что так. 1,5 года ушло до того момента, когда я открыл компанию. 1999 год, кризис. И как выходили с него? Расскажите. Знаете, тот кризис был V-образный. Не U-образный, а V-образный. Окей. U-образный — это когда вмешивается государство, а V-образный — когда никто не вмешивается. Он глубже, но быстрее отскок происходит. Поэтому в 1999-м в розничной торговле телефоном не было никаких признаков кризиса. Все признаки кризиса были с августа по, наверное, декабрь 98-го, если совсем предельно честно. Какими шагами, какими действиями вы с него выходили? То есть
А мы ночью меняли ценники. Мы понимали, что мы живем в одной единственной валюте в долларе США. И рублевая цена должна ей соответствовать. Те, кто не успевал поменять ценники, мы в тех местах покупали, а выставляли цену в долларах. Какая самая тяжелая ситуация, с которой вы справились, была у вас? Это все касается вот личных отношений. Меня не пугает физическая боль, меня не пугает там, потери денег. Я задницу могу потереть запросом на экстрадицию. Вот. Если его еще раз пришлют, я это вообще сделаю прилюдно. А личные отношения – это единственная, как бы, незащищенная часть ежика. Первые 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов, конечно, Евросеть. Возраст приблизительный, возможно. Возраст 22. В апреле 1997 года мы открыли первые 2 магазина. И у нас было 5000 долларов. А в мае, спустя месяц, у нас уже было 10. То есть мы за месяц продажами мобильными телефонами удвоили эту сумму. Самое большое разочарование в вашей жизни? Люди. Во-первых, существо несовершенное совершенно, нелогичное, а к тому же еще достаточно мерзкое. Да. Ну, бывают разные люди. Бывает, да, менее и более мерзкие, но в целом... Тогда с другой стороны поверну. А кто те люди, которые делают вас лучше? Ну, меня точно делает лучше моя боевая подруга Татьяна, потому что она человек образованный, дисциплинированный и очень высоких вообще требований в жизни и к себе, и к окружающим. И, конечно, рядом с такой девушкой хочется как-то втянуть живот, идти быстрее. Дети делают лучше, наверное, по-разному. А лучше в том смысле состоятельные тебя, конечно, делают ленивые и глупые конкуренты. Одним словом, как вы себя опишете? Я улучшатель этого мира, я делаю этот мир лучше. Да. Я стараюсь совершенствоваться сам, и все мои действия сделаны на то, чтобы как-то проапгрейдить пространство вокруг себя. Это касается как там моего дома, детской площадки, на которой где я гуляю с ребенком, политической ситуации в России. Вчера мне достался доклад, удивительный доклад с 600 ссылками на источники «Итоги Путина за 18 лет», сделанные Миловым и Яшиным. Вот на базе этого доклада мы будем делать сейчас протестную акцию, большую. 33 билборда у нас будет вместо 3. Итоги Путина за 18 лет. Вот, там все гораздо еще печальнее, чем кажется. Что вас вдохновляет? Что дает энергию? У человека понятно, что 2 инстинкта есть. Пожрать и размножаться. Все многослойные конструкции, которые мы на этом настроили, они на самом деле не больше миллиметра. Сколько людей тогда пришло голых, когда появилась эта идея, что каждому голому человеку, который придет, получит телефон? Мы сказали, что телефонов будет только 10 и 10. 10 мальчиков и 10 девочек первых, кто первым придет, но они чуть стекло не сломали. То есть в основном все шли посмотреть. Мы отправляем телефоны Nokia. Ну это же такая редкость увидеть голого Как идея это пришла? А мы смотрели про какой-то шведский магазин, там были первые, кто 100 человек придет без штанов, получит штаны, уйдет в штанах. Да, ну это чисто, просто провокация. Задача была просто, чтобы людей спровоцировать на любые действия. Но я искренне ненавижу совок, советских людей во всех их проявлениях, вот во всех абсолютно. Начиная с конца 80-х, троллить их, дразнить, всячески над ними издеваться, это было просто в порядке вещей. Обмазать Ленина в школе, из церков сделать ему бигуди. Именно с вождями именно так и надо. Все эти выборы абсолютный фейк. Откуда помнить, что Путин вор и бандит? Расскажите о показе мод. Антигламур. О, вы даже туда копнули.
весь российский гламур, это все были советские люди. И вдруг барышня, которая позавчера приехала из деревни, вдруг оказалась богемой. Вот, и такая, я не знаю, тараканы, какие они такие жуки. Мне хотелось всячески над ними надругаться, что мы, в общем-то, и сделали. Там же были обычные складские парни. Мы спросили, кто хочет стать моделями. Они сказали, я хочу, я хочу. И обычные парни из Подольского склада, которые из рабочего района, которые живут, работают в Подольске на складе, света белого не видят. Мы им сказали, да, хорошо, поедем, будете работать моделями. Идея была, что они это, ну, в общем, они продемонстрируют, и дальше это не пойдет. Но из-за того, что это задержалось на 1,5 часа, и они там на голодный желудок напились пива с коньяком, они уже туда вышли настолько подогретые, что абсолютно... Они же обливали. Они, да, но задача это была... была затея изначально. Задача это была сделать немножко. Это была задача просто выйти за рамки. А они вошли просто в раж. По сути, был такой достаточно неплохой акционизм. Зато все эти вещи расхватали, там не осталось ничего. Вернусь чуть в бизнес. 2003 год. 186 точек, рост на 328, то есть x2. Интересно узнать в тот год такие топ-3 ошибки, потому что, я думаю, вас чуть не порвало, да, когда вы первый раз удваивались. Которые, нас смотрят чаще всего люди, которые хотят создать бизнес, или есть там 5, 10, 15 сотрудников. Грабли, на которые вы чаще всего наступали? Это был как направленный взрыв, система аврального управления, что не было здорово. Вот. Но так как мы были достаточно, я не скажу смелыми, правильно сказать, наверное, бесстрашными. То есть у нас просто в какой-то момент повыключались стопы. Очень много компаний, которые входили в такой штопор, просто не выживали. Важно сохранять связь с реальностью. Я прекрасно помню момент, когда инвестиционные банкиры предлагали нам IPO сделать за 3,5 миллиарда долларов. А мы с Женей говорили, нет, нам нужно 4 valuation, да, цена. Понятно, что в кризис мы продали компанию дешевле. С 328 магазинов до 3111 магазинов. 2,6 миллиардов оборот. Предположу, это 2006, да. 5 или 6. Был какой-то алгоритм действий, благодаря которым у вас получалось и так масштабно развиваться? Самое основное, что у нас было, это комиссионная система оплаты труда. Наши все конкуренты видели, как это работает, но были уверены, что причина в чем-то другом. Для них же люди, это был расходный материал, которым они вынуждены просто откупиться, чтобы у них кто-то продавал. А для нас люди были, ну, практически мера всех вещей. В каком возрасте вы заработали первый $1 миллион? Ой, хороший вопрос. 2002 или 2003. Вам еще даже 30 не было? 30 не было, да. 28, 29. Да. Мой партнер Тимур попросил нашего финансиста посчитать, вот сколько капитал, сколько у нас, если у нас там по миллиону. Виктор посчитал и сказал, что пока нет, но с таким темпом через несколько месяцев, там 2-3 месяца и будет. Супер, сказал Тимур, дай нам, пожалуйста, знать, потому что, ну, у него была детская такая мечта, и именно $1 миллион очень важно иметь. Прошло, наверное, я не знаю, может быть, полгода, и как-то он говорит, ведь... Да что там? Ну что там, что можно все сесть посчитать? Он говорит, вы знаете, ребят, уже 2. По 2. Да. Вот. Помню, как мы приехали на встречу, если знаете, такой бизнесмен Алишер Усманов. Он смотрит на нас, говорит, ну, вы из компании денег-то хоть вывели из Евросети? Хоть немножечко, стружечку какую-то вывели? Мы говорим, да, ну что вы там... Алишер Буханович, как можно? Мы же все вкладываем, мы ничего не забираем, у нас даже своих домов нет, ничего, все в кредитах, все туда. Лохи. Вот так. И он прав в этом плане, потому что если бы в этот момент у нас компанию отняли, там, у нас не было бы даже денег на адвокатов. Сегодня Чичваркин – владелец Hedonism Wines, самого большого винного магазина в мире.
В ассортименте 4500 наименований вин. Самая дорогая бутылка стоит более 250 тысяч фунтов. Британский бизнес Чичваркин выстраивал 1,5 года и вложил в него около 10 миллионов фунтов. Основная часть времени и денег ушла на разрешение перестроить 2 арендованных дома в престижном районе Лондона Мейфере. С какими сложностями сталкивались при открытии бизнеса в Лондоне? Бюрократия, все очень долго, все занимает то, что должно занимать часы, занимает дни, что должно занимать дни, занимает месяцы. Что должно занимать месяцы, занимает годы. А как вы его продвигали, если... Никак. Никак. Только, во-первых, мы... бренд сыграл, я думаю. Нет, конечно. Но он сыграл на старте было где-то 10% русских, сейчас где-то 3%. Просто месторасположение правильно. Очень правильное месторасположение, над этим много работали. Очень правильная репутация, очень правильные отзывы других людей. В Лондоне Тимур Артемьев активно занялся инвестированием в высокотехнологичные транспортные средства, которые совершенствуют и упрощают передвижение на малые расстояния. Речь идет о моноколесах. В Великобритании Артемьев основал стартап по их выпуску. Купил моноколесо американское. Оно было полностью заряжено. Я поехал с холма. Оно, когда тормозит, оно заряжает батарею. Так как батареи были полностью заряжены, я сжег батарею. В итоге я звоню компанию эту в Америку, и мы вас сейчас соединим с изобретателем. Я говорю, не, все, я покупаю билет на самолет, сейчас я лечу к вам в Сиэтл. Встретился с изобретателем и пытался купить его бизнес. Почти договорились, но потом он перезвонил, захотел цену в 2 раза больше. Я сказал, нет, парень, я не сумасшедший. И тогда я решил делать это сам. И вот мы сделали такое колесо. Моноколесо позволяет вам перемещаться быстро, практически не тратя энергии. Я вижу это идеальным средством для городов, решением. Для небольших городов, где, например, нет метро, есть только автобусы, которые нужно ждать, да, вам нужно проехать 5 автобусных остановок, вы сидите, ждете. Салют, друзья! Приехали в Лондон сделать фотографии, естественно, с Биг Беном. Ожидания вот такие. А реальность... «21 марта Тимур Артемьев специально прилетел из Лондона на встречу Young Business Club. Буквально неделю назад мы встретились в Лондоне, да, и вы сейчас прилетели в Киев. Что послужило той причиной, что вы решили, окей, лечу в Киев? Мы когда увиделись, мне понравилось разговаривать с вами, понравилось общение, интересные вопросы. И, естественно, я стал больше узнавать, а что это за Young Business Club. Соответственно, мне уже сказали, слушай, стоящая тема. Я нигде и никогда не видел такой атмосферы. Не так много бывало у нас на стартаперских тусовках в Калифорнии, в Силиконовой долине, но у меня нет ощущения, что там такой же дух. Мне очень комфортно находиться здесь. Почему большинство людей не получается, при том, что есть желание? Самая главная причина – это отсутствие веры. Исследовали, почему случился успех, это потому что человек не знал, что так делать нельзя. Дальше – способность мыслить масштабно, но они мыслят локально. Они делают там какую-нибудь маленькую штучку и продают ее за пусть даже задорого, но одну. И на это не проживешь. Дальше есть еще причины. Огромное количество скептиков. YouTube-канал у тебя, да кто ты такой, чтобы у тебя был YouTube-канал? Мы в предыдущих выпусках разыгрывали разные подарки. Как вам идея, чтобы мы разыграли моноколесо вашей компании? Давайте. Условия конкурса. Первое, нужно быть подписанным на Instagram героя, ссылку мы поставим в описании, быть подписанным на канал. И третье условие, задайте вопрос какой-то Тимуру по поводу его биографии, что заинтересовало больше всего. Но условие, что человеку достается колесо, только если он научился на нем ехать. Да, то есть он должен проехать на нем 100 метров, развернуться и проехать обратно 100 метров. Вот тогда он получает. Обучение, вот сколько нужно, столько будем обучать.
Евгений Чичваркин в 16 лет перепродавал товары широкого потребления и так заработал первые $100. В 20 лет торговал джинсами в Лужниках, на чем и заработал первую $1000. В 22 года устроился продавцом сотовых телефонов в салон связи, а через год в партнерстве с Тимуром Артемьевым основал компанию «Евросеть». В 26 лет запускает эпатажную рекламу «Евросеть. Цены просто охуеть», которая делает компанию лидером в России по продаже мобильных телефонов. В 28 лет Чичваркин организовывает эпатажные первоапрельские акции и зарабатывает $1 миллион. В 30 лет расширяет Евросеть до 1117 торговых точек. Оборот компании вырастает до $970 миллионов. В 31 год скупает мелкие компании конкурентов, и к концу года оборот Евросети более $2,5 миллиардов. В 34 года продает Евросеть за $350 миллионов, эмигрирует в Лондон. В 38 лет открывает компанию Hedonism Drinks и винный магазин Hedonism Wines. Тимур Артемьев в 15 лет записывал и продавал пиратское ПО для компьютера БК-0010, на чем заработал первые $100. В 17 лет собирал и продавал первые телефоны с определителем номера и заработал на этом первую $1000. В 22 года соосновал компанию по продаже мобильников Medicom. Через полгода вышел из партнерства с нулевой прибылью. В 23 года вместе с Чичваркиным создал компанию «Евросеть». В 27 лет напрямую закупает телефоны у мировых производителей, и за 4 года Евросеть реализовала 1,23% от мировых продаж мобильных телефонов. В 32 года расширяет компанию до рекордных 5143 магазинов. Оборот компании составил почти $5 миллиардов. В 39 лет создал стартап по производству моноколес. Подписывайтесь на канал Young Business Club, и я желаю каналу ярких и интересных интервью, идей. Занимайтесь бизнесом, зарабатывайте деньги, будьте честны со своими коллегами и со своими покупателями, и да пребудет с вами счастье. Успехов вам и процветания. Друзья, хочу поделиться с вами хорошей новостью. Я прошел собеседование в один из лондонских бизнес-клубов, куда полечу уже в следующем месяце. И как вам наш выпуск? Мы чуть изменили формат. Кто из гостей вам понравился больше всего? Куда вы хотите, чтобы мы поехали в следующий месяц? И с кем бы вы хотели, чтобы мы встретились? Поделитесь в комментариях, потому что, честно, мы делаем это от души для вас. И до встречи через неделю.